Всем огромный привет! Сегодня рецепт засолки грибов на зиму. Рецепт не мой, взят из старой маминой книги, но пользуюсь я им уже на протяжении 10 лет. Рецепт хорош для тех, у кого нет морозильной камеры или мало места, чтобы заморозить большое количество грибов. Хорош тем, что грибы без уксуса, а значит идеально подходят для жарки, даже зимой. Грибочки получаются как свежие. Благодаря большому количеству соли грибы прекрасно хранятся 1 год и больше. Был случай, что у меня они хранились 2 года, плесени не было, вкус остался таким же. Просто больше 2 лет я экспериментов не провожу, любую консервацию больше 2 лет не храню, поэтому опыт мой 2 года хранения. Чтобы кушать такие грибы, их надо всего лишь промыть хорошо и еще раз проварить в течение 10-15 минут, повторно промыв. Или вымочить, например, в холодной воде, сливая ее 2-3 раза. Мне больше нравится проваривать, так быстрее. С удовольствием поделюсь таким простым рецептом засолки грибов. Для этой цели подходят любые грибочки. В данном случае я засаливала грибы бабки. Солила опята, маслята, лисички, сыроежки. Грузди у нас очень редко встречаются в лесу, поэтому их я не солила. Грибочки почистили, когда принесли из лесу, помыли их хорошо и отвариваем. Отвариваю я 2 раза по 15 минут, каждый раз сливая воду и хорошо их промывая. Или, если большое количество грибов, можно проваривать их 1 раз, но на протяжении 30 минут, тоже хорошо промыв их. Сколько раз вы их будете проваривать, это сугубо личное дело, скажем так, каждого. Мои грибочки отварились, промылись хорошо, и теперь надо рассчитать количество соли на количество этих грибов. Для этого я беру литровую банку и набираю грибов, но набираю не полную банку, а под нижний край горлышка. И считаю, сколько у меня будет литровых банок грибов. Вот, у меня тут 3 литра грибов. На это количество соли, на 1 литр грибов 2 столовых ложки полных с горкой, вот с большой такой горкой соли добавляется. Если у меня 3 литровых баночки, значит 6 столовых ложек. И дальше лавровый лист и перец горошком. Из расчета на 1 литру грибов я добавляю где-то 5-6 листиков лаврового листа и где-то приблизительно пол чайной ложки перца горошком. Тут смесь перцев горошком и душистый перец обычный. Все хорошенько перемешиваю, и теперь надо оставить вот эти грибочки, чтобы кристаллики соли немного растворились. Для этого лучше всего, конечно же, их оставить на ночь или минимум хотя бы на 3-4 часа, и потом можно будет перекладывать их уже в банки на хранение. Накрываю пленкой и оставлю их на ночь. Прошло 12 часов, соль практически вся растворилась, и теперь перекладываю грибы просто в сухие банки. Банки не стерильные, просто сухие чистые банки. И распределяю по всем баночкам. И, конечно же, листики вот приблизительно, чтобы равномерно попало в каждую банку. Лавровые листики и рассыпаю все грибы. Когда банки заполнятся, заполняем так, чтобы грибы, когда мы будем закрывать крышками, было пространство вот в горлышке, но
сверху засыпаем полной такой с горкой столовой ложкой соли. И грибы не должны соприкасаться, и соль соприкасаться с крышкой. Крышками мы будем закрывать капроновыми, те, которые распариваются. И вот у нас получаются вот такие обычные капроновые крышки. Заливаю их кипятком, они распарятся. Крышки не должны соприкасаться ни с грибами, ни вот с этим слоем соли. Так получается как бы барьер. Если грибы будут соприкасаться с крышкой, в этом месте будет образовываться тогда плесень. Вот. И все. Грибочки отправляем или в подвал, или в погреб на хранение. Все просто, быстро. Никаких сложностей. Да, вот такими банками, с такими завинчивающимися крышками железными не пользуйтесь при засолке грибов, потому что соль разъедает вот эту краску, и ржавчина все попадает в продукт, что есть нежелательно. Только пластиковые крышки. Друзья, если вам было интересным и полезным мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. Ну и, конечно же, подписывайтесь, кто не подписался. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Пока-пока. С вами была Виктория.